Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. Сегодня мы с вами будем готовить домашнюю куриную колбасу. Это очень интересное, полезное и по-настоящему домашнее блюдо. И как красиво оно выглядит. Аккуратно нарезанное, сочное, ароматное, с ярким цветом и невероятно аппетитным видом. Такая колбаса прекрасно подойдет для завтраков, бутербродов, салатов и просто как полезная альтернатива магазинным деликатесам. И самое приятное, мы готовим ее полностью сами, от целой курицы до готового блюда. Нам понадобится курица примерно 2 килограмма, соль, сухой чеснок, паприка, острый перец чили, тимьян, свежий или сушеный, для бульона, лук, морковь, перец горошком, лавровый лист. Начинаем с курицы. Аккуратно разделываем ее, отделяем грудки и мясистые части. Они подойдут в нашу колбасу. А кости, крылья и остальные части используем для бульона. Это очень удобно. Мы сразу получаем и домашнюю колбасу, и ароматный куриный бульон, который можно использовать для супов, соусов и других блюд. Части для бульона кладем в кастрюлю с водой. Добавляем целую луковицу, морковь, перец горошком, лавровый лист и немного соли. Ставим на плиту и варим аромат куриный бульон. Запах уже на этом этапе просто невероятный. Пока бульон варится, мясные части курицы пропускаем через мясорубку. Получается свежий натуральный куриный фарш. Теперь добавляем специи: тимьян, сухой чеснок, соль и немного острого перца. Хорошо перемешиваем руками, чтобы специи равномерно распределились. Когда бульон готов, даем ему немного остыть. Он должен быть теплым, но не горячим. Теперь постепенно вливаем его в фарш. Это очень важный момент. Бульон делает колбасу сочной, не дает мясу стать резиновым и придает невероятный аромат. Перемешиваем еще раз. И теперь фарш готов. Берем пергаментную бумагу, щедро посыпаем ее паприкой. Она даст красивый цвет и дополнительный аромат. Выкладываем фарш. Слегка смачиваем руки водой и аккуратно формируем ровную колбасу. Сверху снова посыпаем паприкой. Теперь аккуратно заворачиваем сначала в пергамент, плотно скручиваем края, перевязываем ниткой, чтобы форма держалась при запекании.
Затем заворачиваем в несколько слоев фольги. Это сохранит сочность и не даст колбасе пересохнуть. Отправляем колбасу в духовку. Запекаем при температуре 200 градусов по Цельсию или 390 градусов по Фаренгейту. Примерно 50 минут. Готовность проверяем термометром. Внутри должно быть около 165 градусов по Фаренгейту или 74 градуса по Цельсию. Достаем и оставляем остыть, не разворачивая. А потом отправляем в холодильник как минимум на 2 часа. Спустя это время колбаса готова. Аккуратно снимаем фольгу, разворачиваем пергамент, срезаем нитки. Посмотрите, она сочная, ароматная, с красивым цветом паприки и очень аппетитным запахом. Разрезаем нежные кусочки куриного мяса, сформированные в домашнюю колбасу. Совсем недавно это была целая курица, а теперь у нас домашняя колбаса, полезный деликатес и еще готовый куриный бульон для других блюд. Это удобно, экономно и очень вкусно. Спасибо, что сегодня были с нами, готовили, вдохновлялись и создавали уют. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч на нашей кухне. На этом я с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч!